Добрый день, друзья! Канал Кубачинское серебро. У нас сегодня очередной шедевр произведения искусства легендарных кубачинских мастеров. Ну, начинаем обзор. Вот такая идет деревянная красивая коробка у этого чайного сервиза. Перейдем к осмотру. Здесь не хватает только музыки, барабанной дроби. Ну, вашему вниманию огромный серебряный чайный сервиз. Серия называется Восторг. У нас уже такая серия была. Немножко отличался рисунок узором. Долго такой сервиз не пролежал. Такая красота ручной работы, конечно же, очень быстро разбирается ценителями искусства. Да и не только, и обычные граждане приобретают себе. И все-таки такая посуда, она не бьется, из моды не выходит. Также передается по наследству детям. В общем, плюсов много. С годами дорожает, становится через 50 лет антиквариатом. Плюсов огромное множество, поэтому, значит, здесь у нас поднос, 6 чашек с блюдцами, 6 чашек, 6 блюдец, сахарница, чайник заварочный и конфетница. Итого получается 16 предметов. Общий вес данного сервиза 2 килограмма 840 грамм. 875 проба серебра. На каждом предмете стоит 2 клейма: проба и именник. Также к таким наборам мы даем ГОСТовский сертификат. С чего же нам начать? Ну, давайте начнем, например, с чашек. Чашки у нас идут с блюдцами. Давайте-ка мы смотрим, как смотрится чашка на блюдце. А вот так вот и смотрится. Настолько все блестит, что кажется, что это все прозрачное, как будто бы это стекло. Но нет, это просто так красиво сверкает серебро. Здесь с краю, нет, с краю он не будет стоять. Давайте чашечку рассмотрим. Значит, кверху форма расширяется, изнутри вот этот рисунок, который сделан мастером с помощью теснения, давления, он передается на внутреннюю часть. Такой небольшой объем. Изнутри чашка заполирована. Снаружи идет очень красивый орнамент с элементами чернения, такой в виде арок. Все с гравировкой, с чернением. У чашечки также есть ножка небольшая. Так, сейчас будем искать пробу. Вот проба у него стоит рядом с ручкой, вот здесь и вот здесь. Проба и именник, 2 клейма. Ручка фигурная, как вы видите. Очень интересная, красивая. По всему периметру идет такой рисунок. В этом же стиле сделана и вся работа, все остальные предметы. Так, уберем сюда. У каждого предмета есть свой отсек, в который он вот так вот ложится. Блюдце. Значит, у чашки объем 200 миллилитров она вмещает в себя. Блюдце, диаметр 12,5 сантиметров. Тоже видим такой же арочный орнамент. Очень красивая мелкая работа, очень глубокая гравировка. Известный мастер Кубачинский делал. Ну и здесь вот вы видите 2 клейма.
на краешке тоже проба и именник. Задняя часть, соответственно, отполированная. Здесь имеется гладкое отверстие для ножки чашки, чтобы она сюда ровненько так вставала. Таких у нас 6, равно как и 6 чашек. Рассмотрим такую конфетницу в виде ракушки, в виде большой раковины. Она на ножках. Ножки в виде шариков. Так вот она стоит ровненько, не болтается. И у нее имеется вот такая вот форма. Вот. Это что касается сахарницы. Вернее, конфетница, а сахарница у нас уже идет отдельно с двумя ручками. Тоже идет рисунок. Да, здесь, чтобы вы понимали примерные масштабы, длина, она немножко овальной формы, это конфетница в виде ракушки, и у нее длина 15 сантиметров, а ширина 13. Вернее, даже 14,5 на 13. В общем, 1,5 сантиметра разница. У данной сахарницы имеется две ручки, ножка такая же, как у чашек, рисунок в виде арок, такой же идентичный рисунок. Сверху все гравировано, крышка, соответственно, у нее снимается. Изнутри она гладкая, снаружи все очень красиво гравировано. Так, не падаем. Изнутри сахарница вся гладкая, заполированная. Ну и здесь опять-таки на ножке, вот снизу вы можете видеть проба и именник в самом низу ножки. Объем такой сахарницы приблизительно 450 миллилитров. То есть крышечка защелкивается, и она даже, видите, не падает, если мы перевернем. Все рассчитано очень точно. У нее здесь свое место, в котором она лежит. Чайник. И да, вот эти вот все места, в которых они закреплены, они по форме. И, например, у блюдец еще здесь есть резиночки. То есть вы их можете вот так под резинки поставить, и они у вас уже, когда вы чемоданчик закроете, болтаться не будут. Они здесь зафиксированы на резинках. Так же, как и поднос. Но к нему мы перейдем попозже. Чайник, заварочный чайник. Имеет аналогичный рисунок. Ножку такую же. На ножке вот внизу тоже стоят проба, именник. Имеется ручка и носик. На носике, кстати, тоже есть гравировка с обоих сторон, что подчеркивает сложность данной работы. Верх весь гравированный. Опять-таки сейчас откроем крышку. Изнутри она гладкая. Здесь все отполировано. Там вот имеются дырочки, через которые проходит вода, а чаинки остаются и не попадают вам в чашку. Фактически это полноценный чайный сервиз, которым можно пользоваться каждый день. Никаких проблем. Пить чай из серебряного чайного сервиза. Ну что, перейдем к подносу. Это, конечно, венец творения. Красота. У него, значит, он овальный, и длина его 42 сантиметра.
Ширина 32 сантиметра. Так, вытащим его сюда к нам поближе. Сейчас мы закроем крышку, и так будет нам удобнее его разглядеть. Значит, обратная сторона у него вот такая вот зашлифованная. А эта сторона у него просто как ковер. Просто как ковер. Края еще такие волнистые, он не просто овальный, а вот с такими вот. И по краям идет такая вот дорожка из шариков. Рисунок тоже в виде арок. Нет живого места, все вырезано мастером. Он имеет свое углубление, так как это поднос. Сюда можно класть и не только сами чашки и предметы сервиза, но и какие-нибудь фрукты, например. Так, уберем его сейчас обратно. Пока положим вот так. Опа. Вот. Пока без резинок. Ну, в общем-то, вот такой сервиз, вот такая красота. Цену не говори. Для того, чтобы узнать цену, вам надо будет зайти на наш сайт. Ссылка под видео в описании. Заходите. Вся подробная информация у нас в разделе карточка товара под каждым, значит, под каждой фотографией. Поэтому очень много всего красивого увидите на нашем сайте. На этом завершаем. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!